Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Картошку я посадил, и сейчас буду начинать, как я вам уже говорил, монтировать капельный полив. Капельный полив я решил монтировать с магистральной трубы 16. Вот такая вот магистральная труба, друзья, тоненькая, то есть 16. Внутренний ее диаметр, ну, наверное, стеночки где-то по 0,5 здесь, не толстые. Вот. И середина где-то 15 получается. Почему я решил 16 монтировать? Посмотрел я очень много видео, при котором люди монтировали из 32 трубы, то есть пластиковая 32 труба. Вот. И мне не понравилось. Почему не понравилось? Ну, будем говорить по трем причинам. Ну, первая причина это то, что когда люди сверлят отверстие в этой трубе, там появляется мусор, потом отверстие, когда вставляются различные фитинги на этих местах, где крепятся эти фитинги и подключается капельная лента, практически во всех очень много утечек. Образовываются лужи там и все остальное. В общем, мне это не нравится. Ну, Вторая, друзья, причина, но это то, что это стоимость трубы. И эта труба 16 получится приблизительно в 2 раза дешевле, мне кажется, чем 32 труба. То есть, ну, это вторая. И фитинги. Все фитинги, то есть там всякие различные повороты на 32 трубу и все остальное, заглушки на 32 трубу, они тоже очень дорогие. Там соединительные, они там стоят там более 100 гривен. Если я на 100-200 гривен закуплю все фитинги полностью на капельную ленту. Это мне так кажется. Ну и третья причина, это то, что, как по мне кажется, значит, труба все-таки 32, она будет запитываться одна. И, то есть, будет идти, например, с одной стороны в другую, в одну сторону будет подаваться, значит, вода, а вторая сторона будет, значит, заглушена. И то есть, чем дальше капельная лента будет туда, по 32 трубе, тем будет там меньше давления, и меньше на эту капельку будет идти воды. То есть производительность будет падать. Если бы в 32 трубу можно было бы провести 2 магистральные трубы, чтобы и со второй стороны, то есть закольцевать ее, давление сделать такую. Или, значит, нужен производительнее насос. У меня насос киловатт 100. По характеристикам у него максимальная производительность написано 70 литров в минуту. Ну, это в идеальных условиях. Но так как он воду поднимает снизу, а вода приблизительно у меня в скважине на глубине где-то 6-8 метров колеблется в зависимости от года, то представьте себе, что на такую глубину это нужно какое усилие, нагрузка какая, чтобы насос его вытянул эту воду оттуда, взял. Вот. А потом еще нужно эту воду подать под давлением и количество воды. Он приблизительно подает 30-35, в общем, в 2 раза меньше воды, чем заявлено производителем. Но это в связи с тем, что действительно он воду берет оттуда. И я все-таки решил монтировать, друзья, 16 трубу. Вот. Ну и различные фитинги. Взял я еще, друзья, капельную ленту, стричку капельную. Ленту я взял вот такую. Вот она лента. Вот такая вот. Presto PS. Ну, написано, что это итальянский продукт, но не знаю я. Посмотрим, как он будет себя вести. Давление выдерживает до 1,5 бара. Вот. И еще, чуть не забыл я, взял я еще вот такую вот капельку. Я вам не сказал, для картошки я взял каплю с расстоянием между каплями 20 сантиметров. Это вот итальянская Presto PS. И взял 100 метров вот такой вот ленты. Это американская, как было написано, не знаю, правда, американская она или нет. Вот, та у меня лента эмиттерная, дырочки.
а это щелевая. Вот такая вот полосочками она идет. Здесь, значит, капелька будет через 10 сантиметров. Эту каплю я взял для лук, чеснок, там морковка. Ну, такое, что растет, в общем, часто. И чтобы побыстрее его заливать. Такие вот, друзья, дела. Ну и все. Приступаем к монтажу. Так, друзья, растянул я в первую очередь сразу магистральную трубу, вот 16-ю. И что? Значит, замеряю расстояние между рядками. Я их делал через 70 сантиметров. И разрезаю, значит, и вставляю на тройнички. И вставляю тройнички. Значит, два конца я вставляю в тройника в 16-ю трубу, а один конец, который буду я крепить капельной ленте, значит, сюда. И сейчас покажу я, как я это делаю. Значит, вот так вот я делаю, друзья. Беру арматурину, ложу на следующую рядочек. И я вижу, где будет следующий разрыв. Беру вот такую вот штучку, тройничок под капельную ленту, и вставляю ее в 16-ю трубу. То есть обрезаю эту сторону. И сразу же его вставляю. Опа. И эту сторону обрезаю. Тут получается немножко лишнее, как я говорил, кусочки. Но деваться некуда. И вставляю сюда же. Опа, есть. Две капельницы вставлены. Теперь третью. Намечаю третью. Вот здесь она вот так должна находиться. Отмеряю здесь. И обрезаю. И вставляю сразу тройничок. Опа. Здесь получается чуть-чуть лишнего. Вот так вот. И эту часть тоже отрезаю. И одеваю сюда же. Опа, есть. Все. И это напротив рядка. И потом уже 1, 2, 3. Еще остался последний рядок. У меня засаженный, 4-й. Остался последний 4-й рядок. Сейчас я делаю там разрез. И вставляю еще один тройничок под капельницу. Затем, друзья, когда я все тройнички установил, вот они все установлены, вот он, вон он и он последний. Установил там, где уже пробиты рядочки. Вот они. Значит, что я делаю? Значит,
лента у нас будет ложиться вот так. Сюда я буду одевать в последнюю очередь. Но сначала я одеваю заглушечку. Вот здесь мне попалась дырочка на этом месте. Значит, дырку я обрезаю, я обрезаю. Тут кусочек. Вот. И вставляю заглушку. И затягиваю. Чтобы проверить, видите, раз, плохо, значит не зажал. Есть то ли лента такая, хотя я брал итальянскую ленту, непонятно, разного она диаметра, то ли заглушки нестандартные. Поэтому бывает такое, что приходится их по нескольку раз натягивать. Вот так вот натянул хорошенечко. И уже тогда закручиваю. Раз. И проверяю. Все. Держится хорошо. И раскручиваю. То есть все это я делаю один, друзья. И раскручиваю по рядочку. Сразу с собой беру вот такие вот зажимы к земле я сделал, позагинал. Сразу их беру с собой и буду уже там крепить на месте вот эту заглушечку и ленту с той стороны. Растягиваю. Еще вставил одну направляющую с проволочки, чтобы ветерок. И вот креплю в самом конце. И теперь прохожу и поправляю ее посередине рядка, ставлю. Сразу ленту поправляю и прижимаю ему вот этими своими самодельными прижимными своими скобами. Вот так вот. А здесь прикалываю капельную ленту. Теперь отмеряю и отрезаю ленту. И креплю ее сюда. Все.
все. Лента держится. Чуть-чуть тут бугорок сниму, чтобы не было этого бугорка. И здесь надо приколоть сейчас. И прикалываю здесь. Опа. Все. Ленту протянул. И таким способом я делаю все остальные ленты. И сейчас я хочу заняться вот той стороной. Там, где у меня лук. Здесь я еще не досадил, но тоже нужно будет. И полить я хочу сразу и здесь. И вот там вот у меня вот лучок посаженный. Вон лук посаженный. Здесь у меня чеснок и лук. И хочу тоже здесь, есть у меня лента, капельки по 10 сантиметров, чтобы быстренько заливать лучок. Вот. Тут у меня рядки где-то по 8 метров. Так, друзья, ну что я еще хочу сделать? Я хочу усовершенствовать этот разъединитель. Как? То есть вот эти вот два выхода, где стоят вот эти вот два крана, оставить на эту сторону. Вот. А вот эти вот выходы, в один из выходов поставить манометр. Вот здесь эту часть обрезать одну. В этот выход установить кран еще один, а здесь обрезать, поставить здесь муфточку и установить еще один кран. И с этих двух кранов, чтобы вода шла на вторую половинку огорода по резиновым шлангам. Сейчас буду этим заниматься. Чтобы сюда крутить кран, точно такую муфту, только с наружной резьбой, чтобы она сюда скрутилась вместе с краном. Сейчас я вам покажу. У меня есть всякие разные бэушные запчасти, но новые не хочется покупать, поэтому я хочу сейчас вам показать такой лайфхак, как я буду делать. Вот такая вот, друзья, вот мне нужна муфточка. Вот. И сейчас что я сделаю? Я ее обрежу здесь. Мне ее нужно повторно использовать. Но, естественно, здесь не осталось места, чтобы паять. Я вам сейчас покажу, что я буду делать для того, чтобы ее повторно использовать. Значит, беру вот эту запчасть, которая есть. Ножницы для пластиковых труб. И обрезаю ее заподлицо. В общем, больше ничего мне не остается сделать. Сейчас ее обрезаю. Может, кто-то и знает такой лайфхак, но я думал и придумал, как это я сделаю. Все, смотрите. Я обрезал. И закручиваю сюда конус. Теперь беру, замеряю трубу. Труба у нас 20-я. Значит, теперь нужно мне до 20-го диаметра просверлить. Сейчас замеряю. Нет. 18. До следующей. Еще нет. До следующей. Опа. Замеряем. Отлично. Сейчас еще чуть-чуть. Останавливаем. Теперь беру 18 сверло. Она сюда как раз входит. Чуть-чуть я под 18 сточил. Достаю конус. Для чего я конусом делал? Потому что перьевым сверлом у меня нету такого сверла обычного по дереву. Только такое перо есть. Я не просверлю, так как здесь уже есть отверстие. Поэтому я только могу пером, то есть под перо диаметр просверлить, чтобы он уже здесь ходил. И потом
уже по этому пазу я буду спокойно просверливать. Сначала я вставляю вот так, друзья, чтобы оно стояло. И запускаю. И, друзья, все готово. Все. Теперь я спокойно здесь сверлом выбрал. И я теперь спокойно могу паять. Вот и все, друзья. Вот так вот мне нужно их сварить. А для того, чтобы сварить их вот так, значит, что мне нужно? Нужно сначала вот эту сюда сварить, а потом сюда же сварить. Вот так вот. Раз. Ждем секунды 3-4 и снимаем. Опа. И свариваю. Ровненько вот так вот выставляю ее. И все. Тут сварено. Теперь эту нужно приварить. Сейчас ножницами я обрезаю здесь заподлицо, оставляя, обрезаю, значит, для того, чтобы можно было сварить здесь стык в стык практически, чтобы было. И варю. Сейчас ножничками обрежу. Опа, есть. Держу секунд 3-4. И раз. Чтоб ровненько было. Все готово. И не нужно покупать дополнительно ничего. Вот она спаянная. Теперь я это вкручиваю туда, в разъединитель. Или сейчас я вам покажу, куда я его буду вкручивать. Сюда, конечно, мне нужно еще одну такую муфточку найти, только с внутренней резьбой. Желательно, чтобы резьба была внутри, но у меня ее нету. Так, ну что, друзья, и вот куда она пойдет. Вот это вот моя, как говорится, приспособа. Вот, видите, заглушка, чтобы шла она туда дальше, на огород. Сейчас ее выкручу отсюда, эту вот заглушечку. Раз. И сюда будет закручиваться обычная американка. Сейчас сюда подмоточку, возьму подмотку и подмотаю и закручу. То есть все бэушные запчасти, уголки, соединители, переходники, американки, я не знаю, муфты различные. Не вздумайте их выбрасывать, друзья. Все вам пригодится, все. Опа. Оно кажется недорого, там какая-то запчасть стоит, муточка 30, 40, 50 гривен, американка 70, ну это все деньги. Вот, пожалуйста, раз. Все. Теперь беру американку, сюда вставляю вот резиночку и закручиваем американочку. Так, маловато будет. Ключик взял побольше.
Опа, есть. Все. И теперь сюда я подсоединю шланг. И шланг потяну туда дальше. Ну и вот, друзья. Вот от этого распределителя у меня на вторую половинку идет 2 шланга. Здесь я кинул 2 резиновых. Вот. Они идут сюда. Вот один резиновый шланг доходит до сюда. Вот он. Здесь уголочек у него есть, идет сюда. Здесь переходник. Здесь в трубе он заложен, чтобы его не передавить. И сюда вот выходит. И вот он сюда пошел. На лук. А второй рукав у меня пошел дальше. Вот он первый закончился, а второй шланг резиновый пошел дальше. Пошел сюда. И вот здесь вот я уже поставил кран. Вот он, краник. И сюда тоже, ну, труба в трубе здесь. Прошел сюда, и сюда уже пошла вторая 16-я шланга. А это уже 16-я шланга. Отсюда уже я буду бросать каплю. И здесь будет уже мне расти бахчевые. Ну и, друзья, последний этап полива капельного. Это как же прикармливать по капельному поливу. И я решил это сделать очень просто. Без инжектора. То есть, это вот скважина. Это насос у меня. Насос тянет воду в скважину. И вот в этом вода у меня на глубине находится приблизительно около 8 метров в скважине. Вода находится. И насос поднимает воду оттуда. Естественно, вот здесь, в этом районе, создается большое разрежение. И я решил сделать здесь тройник. Сюда вставлю кран, друзья. Вот такой вот обычный кран, который идет для капельниц. Кручу его сюда и буду открывать его чуть-чуть. И я думаю, что будет всас идти воды. И сделаю эксперимент. Будет ли затягивать воду. Я уверен, что практически на 100% будет затягивать. И засеку приблизительно, чтобы это ведро воды. То есть представим, что это сделан, то есть маточный раствор здесь находится. За какое время он, значит, затянет весь этот раствор. Сейчас все это здесь. Сейчас откручу вот эту заглушку и ставлю сюда кран. Опа, есть. Так, ну а второй конец вставляю в ведро. И посмотрим, будет ли закачивать вода. Сейчас запущу я насос. Вот. И открою там просто воду. И посмотрю, будет она ли всасывать или нет. Ну и, друзья, для наглядности я ведро убрал. Вот смотрите, краник. Вот так вот в положении, практически он закрытый. Вот. И для наглядности я поставил бутылку. Вот она, бутылка полностью наполнена водой. Сейчас я включаю насос. Вот. И засеку, за сколько вытягивается эта жидкость. Значит, включаю секундомер. Ложу сюда, друзья, телефон с секундомером. И включаю насос. Значит, запускаю секундомер. Опа, есть, пошел. И включаю, друзья, насос. Так, 5 секунд. Оп, пошел. И пошла водичка затягиваться. Смотрим, за сколько же опустошится бутылка. И вот, друзья, уровень водички и телефон. 38 секунд, 40, 43,
Полбутылки уже нету, значит, больше даже. Прошла минута. Минута две. Сейчас опущу трубочку ниже, в самый низ. Минута 18. Падает бутылка пустая, все. Практически там нету. И выходит последняя жидкость. Как только здесь будут бульбушки, я выключу. Все. Опа. Есть, друзья. И время 2 минуты. 2 минуты, друзья. Все, нажимаем паузу. Все, что и требовалось доказать. Значит, никакого не нужно делать инжектора Вентури, или Вентури, как он правильно называется. Вот, можно подкормку подавать здесь, через этот краник и через эту шлангочку. Значит, если 1,5-литровая бутылка уходит за 2 минуты, то можно развести приблизительно 50 литров воды и посчитать, через сколько она уйдет полностью, чтобы подкормить. Ну и сейчас, друзья, я вам покажу свой заключительный результат, что я сделал с капельным поливом. Вот, значит, у меня получилось вот такой вот распределительный узел. Узел распределительный состоит у меня из 4 кранов. 2 крана у меня уходят на одну половинку огорода. Из 16 магистральная труба, 16 диаметра. И сюда 2 магистральных трубы пошло сюда. Ну, значит, в качестве трубы я здесь использую резиновый шланг. Обычно резиновый шланг. Он подходит туда дальше. И там уже переходит то же самое на 16 трубопровод пластиковый. Вот. Ну и установлены здесь, как вы видите, манометр. Манометром я пользуюсь, смотрю, значит, давление в системе, которое идет уже непосредственно на саму капельную ленту. Как уже я сказал, магистральный трубопровод здесь у меня, уже который подходит к капельнице, идет 16-я пластиковая труба. Здесь у меня подходит 32-я пластиковая труба. Эта пластиковая труба идет у меня от насоса, то есть от скважины. Ну и дальше вот 32-я труба идет перед распределительным узлом. Друзья, у меня сделан вот такой вот фильтр установленный. Вот он вместе с краном фильтрующий, чтобы фильтровать воду, и вода была чисто, не забивала капельницу. Ну и здесь я сделал еще перед фильтром, тоже поставил такой вот фитинг под 32-ю трубу и вкрутил тройничок, кран и обычный резиновый шланг подсоединил. Там что-то залить, деревья залить, виноград залить, чтобы можно было заливать. И далее труба идет уже у меня к насосу. Ну и далее, значит, этот участок, который я засадил картошкой, я поделил на 2 секции. Так как здесь получается у меня рядки длинные, 30 метров, то полностью насос у меня не потянет всю вот эту половинку. И я ее решил поделить на 2 секции. Значит, первой секции 8 капельных лент, и во второй секции тоже будет сейчас подсоединено 5, но там еще 3 будет подсоединено капельной лентой. Там еще я не все высадил.
Вот. Значит, к первой секции капельной ленты, значит, по магистрали вода будет поступать в начало. Вот, вот он кран здесь. И вода поступает в начало секции. Вот этот кран идет и будет поступать в конец секции. Сюда, вот он, обходной, с уголков сделанный с 90-х, и сюда. То есть вот на эту секцию у меня будет поступать вода по 16-й магистральной трубе непосредственно на капельные ленты. Вторая секция, которая будет состоять тоже из 8 капельных лент, тоже также ж будет запитываться с одной стороны, вот с этой, а вторая сторона будет запитываться с той стороны, которая ближе подходит к узлу распределительному. То есть вода будет подходить с двух концов по двум магистралям 16 проводов, 16 диаметра. С этой стороны и с той стороны. Отсюда через две вот такие вот, то есть обычные, будем говорить, резиновые шланги. Два крана, естественно, когда я капаю эту половинку. Значит, я открываю здесь краны. Если я капаю эту, значит, эти краны я закрываю и открываю эти краны. И капаю уже эту половинку. Здесь идут два шланга резиновых. Они доходят. Первый шланг у меня поворачивается вот здесь, уголок, он идет сюда. И вот он выходит и проходит под капельный полив лука. Вот он. И здесь он у меня, вот он заканчивается. Здесь будет еще один рядочек, скорее всего. Вот. Мне еще немножко осталось шланги 16. Если что, то такими же тройничками я здесь досоединю. И вот этот, тут у меня 3 или 4 рядка еще будет. 3 рядка, скорее всего, в этом промежутке. А вторая магистраль тоже идет сюда. Вот она. И подходит вот до уголочка. И тоже сюда. И на 16-ю трубу переходит магистральную. И проходит сюда. И здесь уже от 16-й магистральной трубы будут запитаны тоже 4 где-то или 5 капельниц. Здесь я уже буду садить бахчевые. Вот такой вот, друзья, у меня получился результат. Здесь я уже капал. Вот, лучок поднимается. Картошка уже, вы видите, тоже зашла у меня. Буквально, наверное, через недельку я буду уже подгортать картошку, то есть или окучивать. Ну, вот так, друзья, все это выглядит. Еще хочу попросить, значит, очень много видео есть, но никто толком не рассказывает. Для вот капельного полива я хотел бы узнать, кто пользуется гербицидами и какими, и можно ли пользоваться гербицидом по картошке. То есть я понимаю, что некоторые садят картошку, когда ее уже посадили, загорнули картошку, и тогда полностью всю площадь посева ее, значит, обрабатывают гербицидом. Вот, до всхода картошки. Но когда уже картошка взошла, мне интересно, вот сейчас, когда она у меня взошла, я ее подгорну немножко, она, половина картошки будет как прикрыта землей, половина нет. Каким гербицидом и какой гербицид хорошо будет работать по картошке, друзья? Если кто знает, пожалуйста, напишите. Все, до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, друзья.